Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую всех на моем канале. Спасибо, что смотрите меня. Оставляйте, пожалуйста, свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там для подписчиков у меня очень выгодные условия действуют. Все мои расклады и астрологические разборы для подписчиков за донаты. Поэтому обязательно подписывайтесь. Итак, сегодня мы будем смотреть расклад на перспективу знакомства в течение 3 месяцев. Смотреть мы будем на картах Ленорман и посмотрим, какова же вообще вероятность познакомиться с кем-то в течение 3 месяцев. Возможно, как раз этот расклад будет актуален для тех, кто сейчас одинок. И как раз давайте посмотрим, какова же вероятность с кем-то познакомиться. Итак, первая карта – это вероятность знакомства. Так, здесь, смотрите, выпадает карта собака. Карта собака говорит о том, что очень высокая вероятность с кем-то познакомиться. Здесь, может быть, даже начнется с какой-то такой дружбы, с общения. Ну, а дальше уже это все, конечно, может перерасти во что-то большее. Но вероятность точно есть. Так, давайте дальше посмотрим, что же это может быть за человек. С кем вы можете познакомиться. И здесь выпадает карта всадник. Ну, удивительно просто. Карта всадник, она говорит о том, что это будет молодой мужчина, возможно, моложе вас даже. Молодой мужчина, такой общительный, подвижный, динамичный, любящий путешествия, любит получать какие-то новые впечатления. Ну, человек, который вообще не любит сидеть на месте. То есть он такой, как правило, спортивного телосложения, активный. Вообще люди вот по этой карте проходят такие общительные, и они, как правило, сами первые начинают какое-то знакомство, они инициируют вот это общение, у них очень много знакомых обычно бывает. Ну и по характеру, конечно, могут быть достаточно импульсивные, любящие независимость, но и при этом такие достаточно поверхностные все-таки, то есть серьезности здесь маловато будет. Так, давайте тогда посмотрим, каково же его намерение. Каково же его намерение? Выпадает карта письмо. Ну, по этой карте не могу сказать, что здесь какие-то серьезные намерения у него будут. Здесь, конечно, просто какой-то флирт, какое-то общение легкое, что-то такое поверхностное, несерьезное и, возможен, мимолетный какой-то роман даже по этой карте. Здесь и общение где-то, знакомство даже может быть в соцсетях, то есть переписка на каких-то сайтах, может быть, знакомств, либо там соцсети какие-то, можете там общаться. По этой карте также идут тайные отношения. То есть эти отношения будут скрываться. Это переписка, это общение, какие-то встречи, свидания, они будут достаточно такие скрытые по какой-то причине. Вот тут интересно выпадает. Но ничего серьезного здесь вообще не подразумевается. Возможно, это на первых этапах, может быть, дальше как-то все даже и изменится. Давайте посмотрим вообще, к чему в итоге вот это все приведет. Как вот эти отношения будут развиваться, к чему они приведут. Ну вот, смотрите, выпадает карта коса, карта неблагоприятная получается. Здесь произойдет такое, знаете, внезапное событие, что-то незапланированное, какой-то разрыв, возможно. То есть что-то резко придется изменить, резко прекратить общение. Именно резко. То есть что-то произойдет, какая-то ситуация, которая заставит перестать общаться. Вот тоже очень интересно. Давайте посмотрим, с чем же это может быть связано. Почему придется резко прервать общение, перестать встречаться. Очень интересно. Выпадает карта медведь. Дорогие девушки, по этой карте мужчина какой-то. То есть придется перестать резко общаться из-за какого-то мужчины. Причем по этой карте мужчина идет такой достаточно властный, с таким железным характером, энергичный. Но при этом он такой благородный должен быть, с широкой душой. Может, кто-то есть у вас такие знакомые. Скорее всего, вы его знаете, этого мужчину. Давайте посмотрим вообще, что же это за мужчина-то за такой. Выпадает карта корабль. Ой, дорогие девушки, ну что здесь могу сказать? Мужчина откуда-то приедет, откуда-то издалека. И вот тут два варианта может быть.
Либо это ваш бывший, который вдруг замаячит там на горизонте, да, и захочет как-то вернуться, приехать к вам, приплыть, еще что-то, заявит как-то о себе, и вы вдруг решите, что надо завязывать со всеми вот этими флиртами, общениями в соцсетях, и резко все прекратите. Либо второй вариант. Вы замужем, и внезапно муж вернется из командировки. Откуда-то внезапно приедет, и вам придется, естественно, перестать общаться, переписываться, флиртовать, ходить на свидания. То есть вот такой вариант здесь тоже может проиграться. Так, очень интересно. И давайте тогда посмотрим, какой же совет по всей этой ситуации. Какой совет дадут карты? Ой, и замечательно. Смотрите, карта кольцо выпала. Но по этой карте, опять-таки, здесь тоже два варианта может быть. Если вы все-таки в браке, и этот мужчина все-таки ваш муж, который внезапно вернулся, то совет вам, дорогие девушки, по карте кольцо, хранить верность. Вот если вы взяли на себя какие-то обязательства, то нужно эти обязательства выполнять. Если же этот мужчина не является вашим мужем, и это там какой-то бывший, который вдруг где-то там откуда-то появится, то по карте кольцо здесь совет такой будет. Не зацикливайтесь вообще на этом, на всем. И выходите из этого круга. То есть кольцо символизирует круг, такую цикличность. То есть вы можете заново пойти по тому же кругу, вернуться в те же прошлые отношения, но это будет, понимаете, круг за кругом. То есть вы опять окажетесь в той же ситуации, из которой вы вышли. Поэтому здесь эти отношения нужно будет разорвать в любом случае, чтобы не ходить по кругу с бывшим. Если это, конечно, бывший. Если это ваш муж, то здесь, конечно, да, обязательно хранить верность, никаких знакомств, переписок, общения, флирта. Ну, здесь вам, конечно, нужно в первую очередь разобраться с собой, почему у вас в отношениях возникает такое желание с кем-то пообщаться. Вот такой интересный расклад получился на перспективу знакомства. Вроде как перспектива будет, но закончится это все не очень благоприятно, так скажем. Ну, вам уже решать, конечно. То есть сейчас вы знаете, да, как ситуация может вообще сложиться, и можете делать определенные выводы по этому раскладу. Вот такой у нас разбор получился. Пишите, пожалуйста, в комментариях, как у вас все это проиграется. Вообще, есть ли такая вероятность, что вы действительно вот как-то с кем-то начнете общаться, и где-то там бывший вдруг замаячит. Очень интересно будет почитать. Ну и всем вам желаю, конечно, хорошего дня, хорошего настроения. Надеюсь, что все у вас сложится благополучно. И всем до следующей встречи.